Всем привет! Это 8-я серия нашего ремонта. Начинаем с замеса унифлота. Работы сегодня много. Сразу беремся за оконные откосы. Тщательно замеряю и вырезаю перфорированный угол. Наношу шпаклевку и выставляю углы. Обязательно проклеиваю все стекловолокном. Левую, правую и верхнюю часть окна. Это даст нам идеальную прочность без трещин. Вот такой результат получаем. Переходим к потолочному коробу. Схема та же. Сажаем перфорированный угол на унифлот и армируем стекловолокном. Угол будет каменным. А здесь у нас ниша под стиральную и сушильную машину. Замеряю и ставлю угол на верхнюю часть проема. И также проклеиваю стекловолокном швы армированного пенопласта. В прошлой серии вы можете посмотреть, как я утеплял эту стенку. Не забываем и про маленькое окно. Тоже усиливаем углы. И также выставляем перфорированный угол на дверной откос в прачечной зоне.
Переключаюсь на стены. Все швы армирую стекловолокном. Процесс масштабный. Шпаклюю стены с разных сторон. Вывожу плоскости. Кто смотрел мои ролики, тот знает, для чего я зарезаю под 45 градусов углы перфорированные. Возвращаюсь к низшей прачечной, чтобы оформить дверной проем. Ставлю правый угол и проклеиваю лентой от трещин. Продолжаю клеить стекловолокно на стены. Сейчас в работе зона с окном санузла. Перехожу к стене, где расположена инсталляция туалета и раковины. Забиваю швы унифлотом и закатываю стекловолокном. Плавно поднимаемся на потолок, обрабатываем швы по той же технологии, шпаклевка плюс армирование.
После того, как я нанес стекловолокно, я делаю вторую перетяжку. Прохожу все швы шпаклевкой на второй слой, чтобы вывести идеальную плоскость. И финальный рывок этой серии. Полностью сплошным слоем шпаклюю потолок. Теперь ему остается только высохнуть. Дальше шлифовка и подготовка к покраске. Спасибо за просмотр.